Все сразу думают, что мы какие-то сумасшедшие. Всем хана. Ничего хорошего не будет. Оригинальный экстракшн-шутер. Мы придумали этот жанр. Я придумал этот жанр. Почему, Никита, ты не можешь сделать хэппи-энд? А мы хардкорщики старые уже. Скоро в пенсионеры все будем. Это было круто. Вот это было круто. Было круто. То вот это круто. Вот не зря. Никита Буянов, руководитель студии Battle State Games и глава разработки экстракшн-шутера Escape from Tarkov. Прежде чем заговорит Никита, кратко о том, что такое экстракшн-шутер и конкретно Tarkov. Мало ли кто не в курсе, а если хотите сразу интервью, то вот вам тайм-код. Так, в чем игра? Снаряжаем основного персонажа оружием, оборудкой, провизией и отправляемся в рейд на просторную карту. Там собираем лут, стреляем по конкурентам и собираем с них лут, а еще выполняем квесты. Лут нужен для выживания, апгрейда, вооружения и открывает новые механики. Рейд ограничен по времени, поэтому надо успеть свалить с локации через один из выходов. По пути могут подстрелить, а некоторые выходы имеют свои условия. Если убьют, добыча и все, что вы взяли с собой, теряется, но снаряжение перед вылазкой можно застраховать. Тогда его, может быть, вернут спустя время. Вернут, правда же? После рейда игра не останавливается, если персонаж ранен, его надо будет подлечить самому, или заплатить терапевту за лечение, или просто подождать, но это долго. Также на этом этапе можно купить, продать необходимое, распределить добычу, получить квесты и проапгрейдить убежище, которое сделает рейды эффективнее. И если нужно подождать, пока перс оклемается, выбираем режим игры за случайного персонажа Дикого. Это такие бандосы. Его нельзя подготовить к рейду, но он может вынести с локации лут для основного персонажа, после чего этот режим рейда на какое-то время блокируется. В общем-то, в этом и азарт. Ваш изначальный лут в рейде — это своего рода ставка в надежде унести что-то более ценное. Игра считается хардкорной, потому что убивают быстро, порой непонятно откуда стреляют, интерфейс в рейде минималистичен, только основные показатели, а прицел, например, по правой кнопке мыши. Карты изначально тоже нет, но ее можно купить, хотя проще и удобнее найти карты в интернете с подсказками и открыть где-нибудь на втором экране. Пользоваться картой надо как в жизни, то есть по ориентирам и адресам улиц, поэтому важно запоминать локации и выходы для разных группировок, да, они порой отличаются. Но чтобы не пороть горячку, есть обучающий режим, где ничего не потерять и ничего не приобрести, зато можно подробно изучить расположение точек интереса, выходов и закономерности всякие. В итоге со временем карты больше не понадобятся. И никаких тебе врагов на миникарте, все только глазками, а в основном на слух, с помощью 3D звука, который дает больше всего инфы о боевой ситуации. Например, тут надо прислушиваться к звукам поверхности, как в Воре. Темнота — это реально темнота, которая влияет на ваш геймплей. Ну и можно в квартиры всякие залезать, поэтому если вы хотели это услышать, да, иммерсивно. Ну и вишенка на торте — процесс, детализированный для кого-то до душности. Куча менеджмента. Хотите подлечиться, в каждое ранение тыкайте подходящим лекарством, даже во время боя, причем ранения влияют на разные части тела. Жажда. Вручную выбирайте, сколько выпить сока из коробки. Чтобы загрузить боеприпасы в пустой рожок, вручную в инвентаре перетаскивайте их туда и ждете. Инвентарь состоит из всевозможных вариаций рюкзаков и подсумков, которые можно легко менять, а чтобы сэкономить место в схроне убежища, часть лута вы будете распихивать по рюкзакам. Плюс управление построено на комбинациях, которые позволяют совершать самые разные тактические движения с тонкой подстройкой. И через игровой процесс перс постепенно прокачивается. Действие игры разворачивается во вселенной Россия 2028, которая уже обросла лором, и разработчики по этой вселенной выпустили не только игру, но и другой контент, как, например, сериал Рейд. За время разработки в раннем доступе игра обросла новыми режимами, относительно недавно появился щадящий режим ПВЕ, а не только ПВП, и еще режим арены. При этом в Тарков играют по всему миру, и у него специфическая комьюнити. Да, у игры есть технические проблемы, и не только они, но их уже обсудили все, кому не лень, поэтому здесь мы поговорим скорее о концепциях и нарративных идеях, которые Никита со своей командой закладывал в Тарков. Все, вроде самое базовое рассказал, поэтому обрадую вас, дальше меня в ролике почти не будет, чтобы дать побольше выговориться Никите. Это такой новый формат интервью у меня на канале, где я не лезу в кадр. И если что, подобных видосов будет еще несколько, потому что мы с моим товарищем Костей Тимофеевым готовим для вас два больших фильма по геймдеву. Например, Никита будет в фильме про игровые интерфейсы, а в этом интервью все, что туда не войдет. Кстати, если есть идеи, кого позвать, вообще кого угодно, то пишите в комментариях, потому что, мне кажется, мы нашли подход, как добыть разработчиков из любой точки мира. А еще, если хотите дополнительного контента, то по ссылкам в описании найдете мою телегу и бусти,
Boosty, где я рассказываю о создании роликов, там куча полезных обучалок и периодически выходят большие подкасты с моими коллегами. Заранее спасибо за просмотр и погнали. Вдохновлен ли Тарков DayZ? DayZ не был основным вдохновителем. DayZ был катализатором моего решения ежесекундного. Если вкратце говорить, то история такая, то что к тому времени я уже достаточно активно погружался в предпродакшн проекта Rush 2028, целой вселенной, в которой Escape from Tarkov как раз. И это, по сути дела, синглплеерный такой, даже не выживач, а просто экшен-RPG в большом мире, там, с элементами выживания. То есть тогда уже были предпосылки к какому-то... Хотел сделать какой-то экшен жесткий, милитаристичный, с элементами выживания. Соответственно, тогда у меня была игра Contract Wars. И тогда, да, я помню, что начал поигрывать в DayZ. И как-то у меня сложилось такое мнение, что, время идет, а мы еще что-то пока не сделали ничего. И вообще, начнем мы когда-нибудь это или нет. И что-то как раз... Я просто в то время вообще, на самом деле, в 2 игры играл в основном. Это DayZ и в онлайн. Вот этот элемент потери всего у меня возник с EVE Online, потому что там есть определенные категории кораблей, которые ты покупаешь, и если ты в бою погиб, то корабль забирается, уничтожается. И вот это вот, наверное, оттуда ноги растут вообще в целом вот этой концепции, что ты можешь все потерять. Потому что я помню, что это одни из немногих игр, куда я донатил, это был EVE Online, и там, мне кажется, только EVE Online, наверное, и был. Вот. И я помню, что я устал копить на Тенгу, наконец-то задонатил, купил Тенгу, посмотрел кучу уроков, как его правильно зафитить, там, снарядить. Пошел летать, меня забайтили там жестко и убили, короче. И я потерял все, а я не знал вообще, что это такое. Я мало того, что потерял корабль, я потерял весь фит на нем, все оружие на нем потерял. И вот тогда, наверное, да, возникла такая идея, что... Оказывается, есть такая механика, можно все потерять. И вот она уже существует, по сути, вот в EVE Online. И я решил, что, надо начать это уже делать, потому что времени нету. Я вот прям на следующий день буквально созвал людей и сказал, что давайте делать мод на Contract Wars. Contract Wars — это браузерный шутер был. Я хотел сделать мод на Contract Wars, я придумал игровой цикл, вот это вот Extraction, который еще тогда, понятное дело, так не назывался. И мы решили сделать на карте завод вот этот вот вариант, что типа ты стартуешь с ничем, гоняешь по локации, собираешь пушки, собираешь всякие предметы, которые уже были в Contract Wars, и через определенное время выходишь с локации. Но парочка программистов сказали, что типа, мы сделаем прототип полностью новый, с нуля. И я такой, ладно, давайте. И как-то вот родилось это. И потом, соответственно, был такой момент, что Escape from Tarkov, он тоже планировался как браузерная игра изначально. До того момента, как там не закрыли все эти технологии, я думал, что это будет тоже браузерная игра. Я застолбил название Escape from Tarkov и EFT ВКонтакте. До сих пор оно там у меня где-то есть. Вот. То есть это планировалась браузерная игра. Соответственно, потом все поменялось, и мы сделали стендалон нормальный, в плане отдельную игру. То есть, DayZ, в принципе, да, он был катализатором того, что там было все достаточно хардкорно, были вот эти элементы выживания, очень много всего, слотовый инвентарь, тра-ля-ля, вот это все как-то мне всегда нравилось. Я подумал, что, было бы неплохо это все наконец-то сделать. Как-то так. Игра изначально задумывалась такой хардкорной? Я не могу сказать, что изначально прям была идея вот так вот всех душить, что это все жестко, сложно, хардкорно. Просто была задача реализовать вот этот вот хардкорный реализм. Изначально это все планировалось как очень нишевая игра. С онлайном там 1030 максимум. И то это супер считалось прям вообще результат. То есть это такая нишевая, хардкорная игра не для каждого человека. Он сам прекрасно понимает, что да, будет тяжело, там, да, нужно очень стараться, чтобы как-то прогрессировать в игре, но он также должен понимать, что, как оказалось, очень много людей захотело попробовать это все. И в какой-то момент даже через 2 или 3 года, то есть Tarkov, он стал таким средством, чтобы доказать кому-то что-то. То есть, что ты поиграешь в Tarkov, ты типа крут вообще, молодец такой, хардкорщик. Вот. Мы вообще этого не планировали. Мы вообще не думали, что оно так все будет. Почему, чтобы разобраться в Таркове, нужна помощь опытных игроков? Концепция игры была сложная, и уже заранее было понятно, что так просто в игре будет не разобраться.
Именно во всех аспектах игры. И по-любому более опытные будут подсказывать менее опытным, так или иначе. Ну, например, у нас есть программа шерпов в игре. Там кто-то просто даже элементарно, когда с друзьями играешь, если тебе есть уже опытный чел, то лучше пойдешь с ним. Одна из задач EFT, она выполнена, что создана экосистема, комьюнити, в котором люди ценят вложенные часы в игру. Они трансформируют вложенные часы в игру, свой опыт в свое преимущество. И они это используют для того, чтобы в обычной жизни, в обычном социуме быть круче, чем те, кто, например, мало играл в игру. И поэтому они представляют ценность для тех, кто играл мало в игру и которые хотят научиться. Как жизнь, опять же. То есть у нас полно вопросов в нашей настоящей реальной жизни, где было бы неплохо обратиться к кому-нибудь с опытом. Вот примерно то же самое у нас и в EFT. Кстати, а вы задумывались о том, что эксклюзивчики с других платформ все чаще перетекают на ПК? При этом народная платформа как раз-таки теперь может похвастаться своими эксклюзивами. Вот вам Тарков в пример. И думаю, не нужно объяснять, что покупка консоли для игр сейчас, особенно в наших краях, это спорное решение. Просто берите ПК и не парьтесь. А если вам будут рассказывать о том, как сложно и непонятно собирать себе компьютер, то это неправда. Просто зайдите на сайт Digital Razer и воспользуйтесь конфигуратором, который проверит, насколько совместимы выбранные комплектующие. Также в конфигураторе можно заранее посмотреть, как будущий комп будет тянуть те или иные игры, а дальше можете заняться кастомизацией. Ребята из Digital Razer могут сделать винилографию, гравировку, покраску, чтобы придать вашему ПК уникальный стиль. А еще перед тем, как продать вам комп, они проведут стресс-тест сборки, чтобы проверить ее на стабильность. А если вы не хотите ждать, то можете выбрать из линейки готовых решений под свой бюджет. Вот, допустим, вам нужен мощный инструмент, и у ребят есть готовые рабочие станции для контент-мейкеров или сервера для рендера и машинного обучения. Как только определитесь, забирайте готовую сборку в петербургском офисе Digital Razer или закажите доставку на следующий день. Кстати, гарантия на компьютеры до 36 месяцев, и по ней вы сможете заменить любой вышедший из строя компонент за срок от 1 до 3 дней, то есть долго ждать не придется. При этом поддержка всегда на связи. Просто отсканируйте QR-код на вашем ПК и оформите тикет, после чего с вами свяжутся в Телеграме или по телефону. Так что хватит мифов о трудном подборе ПК. Лучше перейдите в конфигуратор Digital Razer и постройте свой новый компьютер. Вы уже нашли золотую середину в игровом балансе? Вообще, на самом деле, вот эта точка баланса, она случилась уже, мне кажется, 3 года назад. И мы как бы, все, что мы делали, это мы добавляли различных фичей и всяких штук, которые позволили просто сделать игру чуть более комфортной, хотя бы на этапе сбора к рейду, подготовки. Был момент тоже в игре, когда пришлось некоторые моменты упростить в угоду того, что, слишком передушили мы игроков, хотя, опять же, я всегда за это. Лучше пусть будет меньше игроков, это будет более элитарно, так сказать, играть в игру, быть частью вот этого комьюнити Таркова. Это как быть частью комьюнити Souls-like игр. Не все играют Dark Souls, грубо говоря. Примерно так же и мне и хотелось изначально, что пускай она будет суперсложная, пускай там будет, не знаю, онлайн 2000 в день, но это будет что-то невероятное в формате того, что это можно было этим гордиться, что типа нифига себе, я в Тарков играю. Да ты что, вообще ку-ку? Я говорю, да. Такой, тогда давай дружить, я не знаю, там, или как это обычно бывает. Или хорошо, вот тебе кредит, или там, ладно, вот вам виза, Шенген. Было, кстати, неплохо, да? Если ты был крутой игрок Таркова, тебе визу давали шенгеновскую, вообще класс. Приходилось упрощать. Вот. И там есть моменты такие, которые мне бы там жалко, да. Я хотел, чтобы было жестко. Я бы хотел, чтобы так оно все и продолжалось. Ты бы устанавливал сначала подсумки. Каждый подсумок давал тебе определенный слот под определенный тип магазинов. Не было бы упрощений, там, клетка 4×4, ты можешь положить пропановую канистру туда. Ты в реальности не положишь пропановую канистру в клетку 4×4. А это типа напашная сумка, куда можно положить 2 магазина. То есть, грубо говоря, 1×2, 1×2. Ты можешь положить в разгрузку, либо вот в эту сумку. То есть, все равно есть вот эти упрощения, которые нужны для того, чтобы все это было играбельно. Но в целом, да, ты эквипишься, собираешь патроны, магазины, аптечки. Это все похоже реально. Но я понял то, что все-таки игра вышла в категорию около мейнстримной. Все знают Тарков, абсолютно все. И много игроков уже с других категорий приходят. Это же все звучит так романтично, да, там, 10 лет делаем игру, ой, как классно. У нас нет инвесторов, мы как бы сами зарабатываем, сами все делаем. Работать-то надо дальше. Когда ресурс будет выработан игроков, сколько нужно продать, сколько еще копий можно продать. У нас не подписочная модель, у нас ничего.
10 лет практически. Это уникальная вообще хрень. Уникальная. Никто про это не хочет думать, и никто про это не хочет говорить. Как только у нас возникают какие-то изменения, мы добавляем какие-нибудь шкурки там для продажи. Вот. Или новые паки для продажи. Все сразу думают, что мы какие-то сумасшедшие. И вообще я, понятное дело, потому что как я лицо, мне сразу пытаются накидать все в это лицо. Никто не хочет думать о том, что, ребята, 10 лет уже работаем. И как бы надо же все это дело экономически, чтобы это было все целесообразно. Когда ты увлекся оружием и что оно для тебя значит? Изначально у меня еще не было никакого оружия. Мы просто ездили на стрельбище, на полигоны, все это как-то снимали, стреляли. Потом я просто понял то, что надо самому обзавестись, потому что я вот увлекся этой модификацией оружия такой. Я начал все это дело тоже собирать, смотреть, как это все работает. И на основе этого вносить изменения какие-то уже в план разработки. Я не рассматриваю оружие как вот именно как оружие, как средство нанесения урона или что-то типа того. Это больше как красиво. Я не знаю, это как-то внутри все живет. Мне кажется, у каждого мужчины, мальчика, там вот эти любовь к пушкам. И вот не знаю, вот во мне как-то это просто в таком формате, что просто нравится. Просто смотришь, нравится всем этим заниматься, трогать и прочее. Сейчас, конечно, в последнее время я уже не так этим всем увлекаюсь, но был период, да, прям вообще. 2 часа, 1 раз в неделю пострелял, и как-то вот игра, это ты можешь играть целыми вечерами в эту игру, проходить ее, она может доставить тебе больше удовольствия. Все-таки мне вот нравятся нарративные игры синглплеерные. Ты ее играешь, как книгу проходишь, ты получаешь удовольствие такого художественного плана. А стрельба – это другая тема. Стрельба – это адреналин, там, я не знаю, физические нагрузки и прочее. Разные типы удовольствий. То есть лучше, чтобы было и то, грубо говоря. Надо ли разработчикам разбираться в оружии, чтобы сделать хороший шутер? Если смотреть на что-то более-менее профессиональное, это надо какой-нибудь там Squad, например, посмотреть, или Insurgency. Там более-менее видно, что люди, которые там участвуют, они в этом разбираются и хотят, чтобы все было круто. Или там Radionat, например. Специфические знания, они сразу чувствуются, особенно в плане оружия. А сейчас, как правило, несмотря на то, что сейчас уже реально очень много консультантов, очень много в Ютубе руководств, и есть игры, где можно просто перенимать опыт, все равно некоторые шутеры выходят, и ты сразу понимаешь, что, нереалистично все. Сейчас все копируют Call of Duty, анимации все копируют, по сути, потому что это классно, быстро, модно, весело, молодежно и достаточно реалистично. Но опять же, с точки зрения в целом реального боевого применения оружия, это все не очень реалистично. Но кому оно нужно? Главное, чтобы круто все выглядело, чтобы молодежь играла. Вторая вещь, которую я люблю на интервью говорить, о том, что, если вот вы возмущаетесь по поводу игр, которые сейчас выходят, а я говорю так, это не для вас игры эти делаются, потому что игры делаются для молодых, для нового поколения. Для скуфов не делают игры, для зумеров делают игры. Они сделаны для того, чтобы затрагивать совершенно другие струны, так сказать. А мы, хардкорщики старые уже, скоро в пенсионеры все будем. Мы все ждем, когда же наступит это замечательное время, и вот этот old school gaming вернем, там, хардкор. Вот мы пытаемся это делать, возвращать его, потому что для меня хардкорные игры, старые игры, это не сложные игры в первую очередь, а это игры, в которых настолько много всего, что можешь в них раствориться и создать какую-то личность внутри этой игры. Типа Second Life Experience какой-то, вот что-то такое. Не знаю, всякие старые там Ultima Online, там Deus Ex 1, всякие первые RTS-ки или пошаговые тактические стратегии, где ты просто умирал, еще сохраниться нельзя было. Командос какой-нибудь там. Вот это круто. Или Радуга, например, первые игры, самые, Радуга 6. Это было круто. Вот это было круто. Помогают ли занятия тактической стрельбой или страйкбол в геймдизайне и создании уровней? Тактическая стрельба, это же что? Ты встал по картону херачишь. И вот страйкбол тактический, милсимы, это все-таки ближе, на самом деле, подобного рода играм. То есть, просто, что такое тактическая стрельба? Чем она хороша для разработки, например, EFT? У меня есть разная снаряга, я могу ее потрогать, пощупать, одеть, понять, как это все работает, какие-то новые идеи. Могу понять, что, например, с такого рода снаряжения перезарядка будет неудобно, перекладывание плечей как можно сделать по-другому, там, ремни нужны, не нужны, элементарно даже штаны, обувь, удобно или нет, или различные манипуляции с оружием, или непосредственно изменение положения тела, наклоны. Это все можно прочувствовать, и это все можно ощутить в динамике, стреляя из настоящего оружия. Но это все равно ограниченный объем информации, который ты можешь получить. Гораздо больше интересной информации, например, тиммейт взаимодействие, ориентация там в пространстве и вообще в целом идеи о том, как можно сделать те или иные локации, мне пришло
когда я играл в страйкбол. Когда ты в настоящей этой снаряге с бронеплитами, с оружием, обвешенным один в один, только страйкбольным, бегаешь тройкой там, в полузаброшенном там, кинотеатре с фонарями, со всей хренотой. Очень круто. Вот это больше дает информации. Потому что, опять же, сейчас страйкбольное оружие, это всякий газ-блоубэк. Ты ставишь эту фигню, она тебе имитирует вспышку. Вообще, очень похоже по ощущениям на вот эту тактическую стрельбу, когда, например, мы там тренировались и стреляли по всяким мишенькам или отрабатывали всякие упражнения. Если, например, говорить о том, что как можно улучшить качество разработки подобного рода игры. Страйкбол, разбираться в снаряге, стрелять из оружия, не пить, не курить, слушать маму. Все. У нас вот есть страйкболисты, которые каждые выходные до сих пор ездят в лес на шарике. Так это называется. Они с ПНВ, с теплаками. Это жесть. У них там снаряга там на миллионы. И это увлечение такое, интересное. Но не суть. Страйкбол все-таки, наверное, вряд ли повлиял как-то на дизайн локаций. Потому что, как правило, дизайн локаций у нас рождался из реальных снимков. Просто мы ходили, у нас завод, по сути дела, это реальный завод. Интерчендж, это развязка, это реальный ТЦ. Города Streets of Tarkov, это реальный, по сути, город. То есть мы единственное, что делали, это дополняли нарративу туда, добавляли. И делали так, что мы не можем сделать все здания проходимые, мы поэтому упрощали их и делали уже геймфлоу, вот этот согласно левел-дизайну. Там вот приходилось уже думать о том, как было бы интересно сделать пути игрока, чтобы он тут, здесь квест у нас, здесь что-то у нас закрытое. И мы вот, соответственно, обыгрывали различные нарративы, в том числе какие-то истории в рамках левел-дизайна и уже environment арта. Задача EFT была в локациях, она была не такая уж и сложная в понимании. Нужно было просто реализовать реальность. Лес. Отлично. Что было бы здесь неплохо сделать? Лесопилку. Отлично. Давай сделаем лесопилку. Окей. Думаем теперь там, а что делать с лесопилкой? Она находится там как пятак открытая вся. Нужно тут еще леса нарастить. Я помню, я просто лес делал. Это не было какое-то там что-то такое серьезное, что-то прям сели там, думали там. Всегда все начинается с простой схемы, руками нарисованная. Вот. И потом люди уже начинают дорабатывать это все и вносить свои изменения. Но, как правило, вот, не было что-то такого, вот в производстве локаций, особенно в лейауте, в грейбоксинге и прочее, всем, что типа нам нужно соблюсти какой-то сумасшедший баланс. Главное, нужно было соблюсти баланс спаунов и экстракшенов, вот, чтобы это все было более-менее хорошо. И практически каждый макет карты я начинал с того, что у меня была супер, просто ручкой на бумаге, что вот я равноотдаленные экстракшены, равноотдаленные спауны, вот здесь можно школу, здесь можно полицейский участок, а вот тут можно там что-то знаковое нарисовать, поставить. Все остальное уже в процессе у нас как-то рождалось. Работал ли в геймдеве руководитель отдела аниматоров Таркова Киба? Нет, не работал. Да, он работал на заводе. Вот. Он работал на заводе и считал, что это очень классная вообще работа, у него там перспективы есть. Я не помню точно, как называлась его профессия. Там да, тогда еще была такая местного рода, какие-то были такие мероприятия, типа выставок каких-то. Не помню, как он называется, вообще забыл. И там мы презентовали Contract Wars еще синглплеер, у нас даже сети не было. Мы позвали людей, страйкболистов. Он страйкболист, потому что со стажем тоже. Страйкболистов в снаряге красивые поставить с пушками, как, типа на нашей будке, грубо говоря. И я помню, он мне показал всякие наработки, вот в Ogre 3D вот такой еще есть редактор. И он там показал свои наработки, какие-то игры делает. Он весь такой, типа, и пушками увлекается, ему это все нравится. И игра ему нравится, потому что он тогда участвовал в турнирах по Contract Wars. Там играл, там вообще. Я подумал, что надо его... А он вообще ничего не знал, абсолютно ничего не знал. И я ему сказал, давай, пошли. Он отпросился, у жены. Вот, и все. И стал работать у нас. И вначале он занимался моделингом. Помню, ППШ для Contract Wars моделил. Потом стал заниматься анимациями. И вот тут сейчас он уже начальник отдела аниматоров. Он разбирается в пушках, все знает. Вот, больше, чем я даже, я уверен. Действительно ли приятные ощущения от стрельбы в первую очередь создаются аниматорами? Не только, потому что какие-то анимации, перезарядка, вот эти все управления оружием, переключения, это все, да, ответственность аниматора. А сами выстрелы — это процедурная тема, все эти отдачи — это программисты. Это ответственность геймплейного программиста, кто конкретно занимается отдачей, эффектами выстрела. Это, как обычно, вот я сидел с этим программистом, мы делали так, чтобы это было более-менее реалистично и играбельно. Потому что изначально концепция отдачи была вообще сумасшедшая. Нужно было совмещать мушку и целик сначала, а потом стрелять. Я даже придумал какую-то систему такую сумасшедшую, чтобы с помощью мышки
и зажатие клавиш на ней ты выравниваешь мушку-целик и только потом стреляешь. Это, если бы сейчас это было бы, мне кажется, в игру играло бы человек 15. То есть было прикольно реализовать эту концепцию в каком-нибудь реально выживаче от первого лица, где ты стреляешь раз в полчаса. Там нашел дробовик и выстрелил из него, там, прицелившись так вот вручную. Потому что, опять же, постреляв в реальности, я понял то, что это в игре легко. Он прицеливается сразу, оп, и сразу же у него мушка с целиком совмещенный. А в реальности ты должен прицелиться, совместить мушку-целик и только потом нажать на спуск. Опять же, как нажать на спуск? Ты можешь его дернуть, он тебя влево, вправо. И вот эти все нюансы я хотел реализовать в EFT, но я боюсь, это было бы неиграбельно вообще просто. В результате появилась автокомпенсация отдачи, и вообще, что в целом там, грубо говоря, если ты с пулеметом прицелишься, стоя, сколько ты сможешь держать пулемет в режиме прицеливания стоя? Да нисколько нахрен, ты его даже поднять не сможешь. Я помню, когда с ПКМа стрелял, это жесть. Во-первых, с него стрелять стоя невозможно, тебя начинает назад оттаскивать. А во-вторых, там даже не на что схватиться. Ну, прям вообще невозможно. И вот так вот на вытянутых руках ты стоишь, не знаю, ну, секунд 10, у тебя уже сил нету. Вот эти все эти вот эти понимания того, что как оно в реальности и как лучше сделать это в игре, оно, конечно, вышло из опыта непосредственно. Самое кайфовое в стрельбе это, по сути, как когда вот эта работа механики, пользование всякими штуками, непосредственно установленными на оружии, и звук. Звуки — это вообще отдельная тема. Звуки мы все записывали реально, шарашили там в помещениях, с травматов записывали эти звуки. Ездили тоже там по стрелковым клубам, там записывали, на стрельбищах хвосты. Было интересно. Во-первых, руководства не было. Совершенно нигде не было вот этого. Как сделать звуки выстрелов, как в Battlefield? Да никак, блин. Слушаешь Battlefield и думаешь, как это все сделано. Это потом уже все там появилось, как они на самом деле все это делают. Unity бы никогда в жизни бы не смог этого сделать, как они это делают. Но тем не менее. Я придумал там целую систему с этими звуками, как их рендерить через FL Studio. Там. До сих пор пользуются люди. Прикольная тема. Вот. Почему экстракшн-шутеры выходят все чаще, но внятных конкурентов на рынке так и не появилось? Я часто вижу в различных экстракшн-шутерах, которые сейчас выходят, они либо полностью копируют нас, полностью, либо упрощают концепции Escape from Tarkov, экстракшн-шутеров, для того, чтобы как бы сделать порог входа ниже, или не так много страданий давать. А фишка в страданиях как раз, наоборот. Фишка в дофамине, чтобы получать его, выиграв в рейде, грубо говоря, победив в рейде. Ну, как-то так. До конца непонятно. Это первая, вторая. Третья причина в том, что у нас уже так много контента, у нас уже так много всего в игре, и все это составляет такой целостный образ. Несмотря на то, что даже у нас еще эндгейм пока нету, мы им занимаемся, мы вот как раз готовим различные всякие квесты сюжетные и прочее. А в некоторых, опять же, экстракшн-шутерах мало контента. Они запуливают концепцию, она может быть даже быть как лучшая версия EFT, там, да, но в целом все очень однообразно. Мало локаций, мало лута. Для того, чтобы в игре было чем заниматься, нужно потратить до десятки, а то и не сотни тысяч рабочих часов людей. Мы делаем EFT уже практически... Сколько? Дима, сколько мы делаем EFT уже лет? 8 или 10 лет уже? В конце 2015 года был анонс. Уже много. Мы уже 9 лет делаем. И как бы не то, что конца и края нет. Как раз наконец-то край виден. Но объем сумасшедшей контента, как я иногда повторяю в некоторых интервью, когда-нибудь я смогу сказать бюджет EFT, это будет что-то невероятное вообще. Другие компании, они просто пытаются там нахрапом очень быстро что-то сделать. Это, скорее всего, не работает. Почему, несмотря на периодические конфликты и споры вокруг Таркова, он все равно умудряется объединять игроков? Я точно знаю, что всем важен Тарков, потому что, когда возникает какой-нибудь скандал, про него начинают говорить абсолютно все вообще. И для меня это показатель. Людям важно, раз они это все дело. И они с таким упоением говорят о том, что я дурак. Их так много людей посмотрело, что я дурак. Алло, действительно, наше комьюнити в Таркове, оно любит скандалы, любит драмы. Они имеют возможность конкретно мне сказать, не в лицо, но кому-то адресовать это в Твиттере, там, добавить меня, потому что они думают, что я это все прочитаю. Иногда да,
Иногда прям перегибает палку, честно. Причем даже не какие-то критические моменты, когда там в игре были какие-то волнения, а просто чела забанили. Там же основная проблема хейтеров в том, что среди них очень много забаненных чуваков, которые прям вообще, они готовы на все, лишь бы расшатать тебя. Вот. Иногда, конечно, да, хочется с такими людьми поговорить. Иногда такие люди хотят поговорить со мной тоже, да, пытаются мне названивать даже там и прочее все. Ну, короче, прикольно. Прикольно, с одной стороны, но с другой стороны, конечно, не очень прикольно. Все зависит, конечно, от состояния. Если ты не в ахере сидишь там, весь в загрузе, тебе еще параллельно начинает какой-нибудь чел написывать абсолютно везде, пытаясь добиться разбана, потому что якобы его забанили ни за что, ну да, могут нервишки подсдать в какой-то момент. Я не понимаю до конца наше комьюнити, потому что иногда оно бывает очень жестким, прям жестким вообще, просто даже жестоким в каком-то ключе. Как это работает? Ну, я первые 5 лет не понимал, как это работает на самом деле, потому что вот эти бизнес-практики, какие-то там шаблоны менеджмента в игровых компаниях, они вообще у нас особо никогда не применялись. То есть мы всегда делали так, что-то делаем, что-то получается, значит, мы делали это правильно, давайте это улучшать, давайте делать как-то это все более системно, и как-то все становилось лучше, лучше и лучше. То есть метод проб и ошибок, и все то, что получалось, оно бралось за основу, в принципе, вот этих вот парадигм управления, там, какой-то вот идеологии даже внутри компании. Вот, так как, опять же, что-то сработало, что-то дало результат, значит, это правильно, значит, это работает, значит, мы не будем это проверять, мы не будем ссылаться на кого-то, это типа наша фишка, мы так будем дальше работать. Ну, как-то так. Какая игра привела тебя в разработку? Про игру, которая меня повлияла, и благодаря которой я начал заниматься моделингом, текстурингом, звуками, локациями. Вот я установил всякий Valve Hammer редактор. Первый, я стал делать локации для Counter-Strike. Я сделал в Counter-Strike нашу администрацию, городскую школу мою 9-ю, еще какой-то район, Assault переделал, я помню. Когда я строил эти локации, автоматически текстурами занялся. Потом, опять же, для того, чтобы какие-то были примеры классных текстур, я стал дизассемблить, так сказать, распаковывать еще всякие старые игры, смотря как это все, что было сделано. Ну, это, короче, да, это вот именно хорошо так запустило меня в этом всем направлении. Это, наверное, был первый такой большой опыт геймдева. Тебя изматывает быть лицом студии? Ну, не знаю, почему-то я это отождествляю все-таки как, там, что это мое начинание, мой проект, грубо говоря, что я там ответственен за все то, что делается в компании и с проектом. Это моя роль и задача в критические особенные моменты быть таким, типа, споксменом. Потому что это, ну, тяжело, конечно, бывает, да. Прям сильно бывает тяжело какие-то моменты. Даже сейчас, например, я практически уверен, что кто-нибудь меня сейчас обсирает жестко. Вот в эту прям секунду. И вот сейчас тоже, и сейчас. Вот. И раньше, может быть, я к этому относился достаточно чувствительно. Сейчас, понятное дело, что я уже за сколько много-много лет, мне уже как-то в целом, как говоря, пофигу на весь этот, что там они там думают и прочее все. Ну, всякие негативщики, так сказать. Это важный элемент, мне кажется, да, маркетинга в том числе, пиара и прочее. То есть я даже сейчас вот это интервью делаю, потому что я там поставил вроде прикольные вопросы, а во-вторых только подумал, да, надо было неплохо еще светануться там где-нибудь. Вот, и нормально. Иногда меня напрягает, иногда стримы вести меня напрягает, потому что ты понимаешь, что, блин, надо сейчас там весело что-то говорить по-английски и вообще делать вид, что все прекрасно, а на самом деле у нас тут кранчи и безумие творится. Вот. Ну, иногда, да, иногда тяжеловато, но в целом терпимо, можно с этим жить. Ты сам пишешь саундтреки для своих игр. Как начал заниматься музыкой? Ну, это очень старая тема. Я же, по сути, у меня же музыкальное образование, и я музыку там пытался писать уже с 9-10 класса в этих всяких программках Dance EJ, помню, такая была вообще просто дремучая. Это была часть моей жизни в формате того, что я для себя писал музыку, мне нравилось то, что я сижу или иду и слушаю музыку, которая есть только у меня. Она написана только для меня, и это было круто. Я никому эту музыку не давал послушать, нигде ее не распространял. У меня она была просто записана на диски, и я периодически там писал новые диски себе в свой CD-плеер Panasonic. Это долгий процесс был. С 9 класса сколько-то, 20 уже лет, не знаю. Потом просто я понял, что, блин,
Музыка — это очень такая хорошая составляющая проекта. И я помню, там для «Уличных войн» писал саундтрек, потом для «Contract Wars» писал, потом уже для «Russia 2028» главную тему записал, которая, собственно, стала впоследствии основой для саундтрека EFT. Ну и потом начал писать саундтреки EFT. Саундтреки EFT, они пишутся вообще всегда примерно одинаково. Нужен трейлер, нужна музыка. У меня вообще не было случая такого, что я писал музыку до трейлера. То есть всегда мне говорят: Никитос, у нас трейлер, надо музыку. Я такой думаю: да елки-палки, да так это не работает. Я не могу просто сесть и написать. И я начинаю это все откладывать, потом просто сажусь, моей рукой начинают руководить нечто, и я начинаю писать это все. Там за 2 дня хоп, и написал. Вот этот последний трек для трейлера, который вышел только что 15-го патча, я написал за 3 часа, наверное, 3,5. Просто так чик, и все, класс, получилось. Мне так нравится. Никогда не считал, что я что-то там особенное пишу. Это больше как-то вот, ну, не знаю, чисто наполнение. Потому что вот эти эмоции переживаемые, все их можно саккумулировать в музыку. И вместе с трейлером это все как будто единое целое. Это прикольно. Я слушаю много чего. Я музыку люблю. У меня вот если взять мой плейлист, даже не плейлист, а Яндекс.Музыки, вот эта подборка. Или Spotify подборка. У меня там вообще все. У меня там рэп, металкор, классика, джаз, синтвейв. Господи, инди. Это что было? Все, время закончилось у нас. У меня там, короче, много всякой различной музыки. Рэп, хип-хоп, драм-н-бас, металл, рэп-кор, классика, джаз. Потому что мне просто нравится музыка. Я люблю музыку. Дабстеп, я помню, писал, когда он был супер популярный. Ханс Зиммер, понятное дело, с Modern Warfare, это однозначно вообще. Metal Gear Solid точно. Unreal Tournament, конечно же, вообще однозначно. Всего по чуть-чуть. Музыка, она такая, особенно написание музыки, решает наслушанность. Чем больше ты слышал разных жанров, она как-то может сама складываться в голове, всякие разные интересные идеи. Я вот в последнее время вообще танцевальной музыкой увлекаюсь. У меня поэтому начинают прослеживаться всякие приколы, которые пишутся, вот, не знаю, в современной танцевальной музыке. Мелодики там какого-нибудь или в инди-дэнсе. Станет ли Тарков платформой для моддинга? У нас будет моддинг. У нас офлайн режим же этот есть уже, по сути. Вот. И мы будем туда прикручивать потом систему. Я не знаю, когда. Но это прикольная тема. Мода — это хорошо. Для любой игры моддинг — это круто. В EFT моддинг тоже будет хорош. Официальный моддинг EFT. Потрясающе. Никто вас не забанит. Все будет хорошо. Моддите. Но опять же, будет система модерации какая-то, понятное дело. А то иначе там будут гонять эти пони там с дробовиками. Или там велосипеды появятся. Хотя это, может, даже будет неплохо, если там велосипеды появятся. Я вот что-то видел там всякие вот эти вот, да, странные вещи. Вот эти вот с непонятными аниме штуками. В Таркове. Как им это удалось сделать? Никто не знает. Но, понятное дело, мы будем... Система модификации она будет в рамках концепции игровой. То есть не будет такого, что ты можешь вставить CG из GTA. Хотя это было бы неплохо, честно говоря. Могут ли моды стать частью официального контента? Ну, официальные моды, да, конечно, да. Сейчас есть моды всякие, понятное дело, неофициальные. Люди там часто пишут в комментах: берите их на работу. Или там: вот, ребята, за бесплатно сделали то, что BSG не смогли сделать 8 лет. Мне как бы хочется вот так вот сделать. Вот. Но специфика разработки игр, она не такая простая, как кажется. Вот. И люди до сих пор считают, что, видимо, я один делаю эту игру или что. У нас уже 200 там с хреном человек только разработчиков. У нас в общей сложности уже за 350, наверное, человек. Совершенно серьезнейшее происходит дела. Все непросто. Нельзя так просто взять, какой-то чел задизассемблировал игру, что нарушение является лицензионным договором, если что. Вот. Что-то там добавил, это выглядит неплохо, это даже работает. Вот. И это не значит, что это будет работать во всей экосистеме игры. А может и будет работать, но у нас же нет на это времени. Сейчас, в данный момент. У нас же релиз-план, у нас там сюжетные квесты. Мы вам сейчас растяжки сделали, чтобы вам еще веселее жилось, чтобы вам еще больнее было.
Человек, конечно, вправе говорить о том, что правильно мы делаем, неправильно мы делаем. Честно говоря, даже человек, в принципе, вправе меня закидать как бы дерьмом. Мне в целом будет по барабану. Вот. Но если ему станет полегче, и в результате он эту негативную энергию не будет применять на улице, в семье, там, и он станет чуть-чуть спокойней, я не против, пожалуйста. Пишите комменты, там, не знаю, говорите про меня, что хотите вообще. И в целом, если вам так легче будет, то окей. Ну, а как правило, все-таки большинство фанатов EFT классные ребята, они нас поддерживают. Это подавляющее большинство людей. Они считают, что мы классные, мы делаем все правильно. Мы таких и любим. Вот, ребята, которые нас поддерживают всячески. Потому что все-таки, опять же, если, например, есть какой-то фанат, который уже следит за нашим творчеством на протяжении многих лет, и хотя бы немного имеет какого-то критического мышления, он поймет, что подобного никто никогда не делал. Опять же, в силу специфики игры, человек, который зашел вечером поиграть, собирался в рейд 45 минут, зашел, его читер убил, он такой, еще раз 45 минут собрался, зашел, его кемпер убил, он такой, ах ты, а у вас маты можно? Да. Не буду. Ну, в общем, а когда есть человек, по которому можно это в лицо сказать, грубо говоря, кстати, не было еще ни разу, чтобы кто-нибудь в реальности ко мне подошел и сказал, слышь, ты там, что сделал за говно? Было, кстати, прикольно, я бы с ним поговорил. Не то, чтобы с ним подрался, но никогда такого не было. Это понятно. Ты умираешь, ты не получаешь удовольствия, ты тратишь много времени, тебе что-то вылетает, какие-то ошибки инвентарные периодически. Конечно, это неприятно. Конечно, ты хочешь после этого не то, что расслабиться, ты можешь кого-нибудь там вообще по башке настучать. Но потом раз и победил. И нахрен вообще катарсис, киллу убил 100 раз. И вот ты смотришь и думаешь, вот что сильней? Эмоции деструктивные, когда хотят напихать там разработчикам и мне? Или эмоции позитивные, где человек счастлив нахрен просто так, что прям душа радуется? Конечно же, второе. И пускай, конечно, будет больше таких людей. Но специфика нашей игры, она, конечно, не такая. Довольными уйдут не все, к сожалению. Но именно для этого можно играть в ПВЕ. В ПВЕ можно уйти довольным в какой-то степени, потому что, по сути, это синглплеер с сохранением. Играешь, получаешь удовольствие какое-то. Ну, очень много, кстати, кто сейчас играет в ПВЕ. Оказалось, что у нас реально много людей хотят играть в ПВЕ, чтобы никто не мешал. Вот. Что мне, на самом деле, не нравится. Я хочу, чтобы люди играли в ПВП, потому что это есть вот это вот подтверждение для меня, по крайней мере, что нифига себе, ух там, красава играет прям в онлайне, не боится никого. Ваша платформа для дистрибуции построена вокруг ваших же игр, как в свое время возникла Steam для распространения проектов Valve. Планируете ли вы двигать через свою платформу проекты других разработчиков? Идея стать платформой для СНГшных чуваков, ну что, комары летают тут, я не понимаю. СНГшные, мы же в бункере, правильно, у нас тут комары завелись. СНГшной идеи сделать это все СНГшным чуваков не было, но есть идея сделать это для всего мира как платформу для подобных игр. То есть такие задумки есть. Хардкорных вот таких вот. Где ты страдаешь. Даже не то, что ты страдаешь, нет. Где ты можешь получить новые знания, либо использовать свои реальные знания для того, чтобы играть в игру более эффективно. Это, по сути, как платформа, на которой, да, там инди-разработчики, какой-нибудь симулятор, не знаю, хардкорный автосимулятор. Где тюнинг наконец-то сделал не в формате, ты добавил что-то и тебе дало плюс 5 скорости, а где ты реально, ну как My Summer Car, играл в My Summer Car? Вот типа такого, только с графикой классной. Симулятор, короче, симулятор чего-то, приписка такая будет. То есть какие-то серьезные игры, которые визуально, кстати, могут быть очень даже минималистичные, но которые, например, позволят тебе узнать что-то новое или использовать свои уже имеющиеся знания и навыки. Короче, хардкор. То есть те игры, которые не играют все, но которые все хотят играть. Особенно вот такие уже old school товарищи, которые все ждут, когда же кто-нибудь сделает ремейк Deus Ex 1. Вот. И да, вот для такого. То есть нишевая тема для тех, кто хочет вот играть что-то интеллектуальное и серьезное. Почему вы не пошли в другие магазины? Ну, основная причина была в том, что мы не хотели отдавать там 40%. И плюс была идея разобраться в этом всем деле, сделать инфраструктуру свою собственную, быть полностью независимым вообще. Потому что я до того момента устал уже отдавать деньги ВКонтакту, например.
Мне просто помню, что мне надоело это все нахрен. Вот, и захотелось сделать что-то самостоятельно. Тебе не кажется, что Тарков все больше совпадает с нашей реальностью? Да, такая тема поднималась на самом деле не раз. О том, типа, откуда я что знал, как так получилось. Честно говоря, я ничего не знал. Я просто очень много думал на эту тему и моделировал, что может быть в будущем с учетом развития военных технологий, с учетом потенциальных конфликтов каких-то. Вот как оно может развиваться в будущем, что будет, там, говорю, с крупными городами, если, например, там будет вот система осады какая-то, там, ядерная там, угроза там, и прочее, прочее, прочее. И я просто попытался это как-то все это дело переносить и в виде каких-то комментариев руководство доносил до разработки о том, что и как оно может быть. Опять же, с какими-то допущениями и какими-то там все-таки специальными художественными, так сказать, изменениями для того, чтобы это не выглядело совсем уж темно и мрачно. Перспектива моделировать это дальше, вот, до какого-то трындеца, который происходит, и мы можем это повсеместно видеть, она была, было возможно. Я понимал, куда это может все завести. Ничего хорошего не будет вообще с этим всем. Поэтому приходилось останавливаться и придумать какие-то такие условности обтекаемые, там какие-то не то что полумистические, sci-fi элементы, но тем не менее какой-то нарратив, который подразумевал, что вот так оно все случилось, вот так у нас все устоялось. А почему не по-другому? А потому что. Вообще сюжета Раши 2028 в написанном виде целостного нет. Конфликты, которые там приведут к локальному ядерному конфликту после ЕФТ, они находятся не там, где сейчас, но один из них на Ближнем Востоке, И вот этот момент, когда начал раскручиваться недавно, вот мне тогда стало немножечко не по себе, потому что дальше у меня там все хуже становится. И все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. И как бы... Никит, давай следующую игру реально что-нибудь Чуть такое позитивное, да? Да, Да. какой-нибудь. На самом деле все решаемо. Потому что одно время я обожал апокалипсис, постапокалипсис. Я перечитал просто нереальное количество книг. И фильмы про постапокалипсис мне почему-то всегда нравились. Вот этот закат человечества, все равны, выживает сильнейший, все умерли. Вот почему мне это нравилось, я не знаю. Но мне всегда нравился. Не в формате, что типа я прям в восторге был, но мне было интересно. И когда я планировал вот этот свой мир, в моем мире тоже был единственный вариант. Всем хана. Ничего хорошего не будет. Вот. Как ты не трепайся, все равно все будет плохо. И я долго относительно этого сюжетного хода основывался на нем. Потому что я узнал, ничего хорошего не будет. Будет все плохо. Я люблю плохие концы. Мне нравятся плохие концы. Вот рейд сериала смотрели, вот там плохой конец. Правда, воскресили. Так вот. В чем прикол? Прикол в том, что я через какое-то время понял, что, оказывается, есть выход из этой ситуации. Есть выход. Вот идея в том, что действительно все может стать хорошо, я ее преследую в рамках мира Escape from Tarkov и мира Rush 2028. То есть там вероятность хорошего будущего есть. Как теперь это понять? Почему, Никита, ты не можешь сделать хэппи-энд? А вот мир сам по себе живет, уже вот, ЕФТ. И такое ощущение, что как будто мы пытаемся вот этот виртуальный мир, вот эту параллельную реальность и тоже исправить. Что-то сделать не такое, чтобы там случился не то, что хороший конец, а какая-то новая надежда, начало для того, чтобы ее развить, для того, чтобы что-то более лучшее превознести. Я, по крайней мере, сейчас понимаю прекрасно то, что я не могу просто взять и сделать хэппи-энд. Я должен сделать так, чтобы он случился там, подвести сюжетно к тому моменту, чтобы все стало хотя бы с позитивными какими-то предпосылками. Вот. И главные роли, которые вот в этих позитивных предпосылках, и главный как бы драйвер всего этого дела, это игрок. То есть игрок должен своими действиями, результатом того, как он заберет из Таркова, создать какую-то вот эту вот метавселенную, где люди хотят, чтобы все было хорошо. Мне просто интересно, как игроки будут проходить главный квест. Потому что у нас будет много концовок там. И мне просто интересно, что человек выберет, вот, как он сделает. Почему-то именно для Escape from Tarkov это может быть супер актуальная, супер правильная и правдивая информация. Потому что все-таки слишком много нужно вложить сил, эмоций в игру, чтобы просто пройти ее как-то и забыть.
человек будет все-таки стараться что-то выбрать. Может быть, не с первого раза, но потом он точно выберет какой-то путь. И вот этот путь, он, по сути дела, определяет тебя как человека в рамках подобной ситуации, которая может случиться в будущем. И если в результате хороших концовок будет больше, в целом, по массе, первое, это значит, люди у нас хорошие живут в целом в нашем мире. И второе, значит, и в нашем мире EFT тоже может быть хорошее будущее. Потому что, я иногда просто задумываюсь о том, что вот игра и мир, и вот мы сейчас смотрим на все это дело и думаешь, да как из этого всего можно вылезти? Как вообще можно все это изменить? Нужно какое-то чудо какое-то, чудеса какие-то нужны. Может, инопланетяне прилетят, что-то случится, мы все объединимся против инопланетян, будем с ними воевать, или не будем воевать, или вообще что-то, не знаю, произойдет такое, что, как-то не хочется просто, чтобы все это пришло к тому, что, как обычно бывает, что вот прям вот on the brink of destruction, типа вот прям на грани уничтожения, вот прям вот когда уже точно всем хана, все такие, боже мой, что это мы, совсем что ли с ума сошли? Давайте не будем это. Вот не хочет, чтобы так было, хочет, чтобы это раньше случилось. Вот. Для контекста, игры Contract Wars и Escape from Tarkov считаются приквелом большого проекта Russia 2028 в постапокалиптической вселенной. А теперь вопрос, следующая игра будет передышкой от Russia 2028 или продолжит развитие этой концепции? Я не знаю, я на самом деле очень сильно устал от вот этих вот военных игрулек, вот именно непосредственно, немного подустал. И вообще, в принципе, у нас старожилы в компании тоже подустали. У нас сейчас новая кровь, они все загорящие, они там все фигарят вообще. Идеи предлагают, а мне хочется уже все это дело вот прям зарелизить, устаканить все. Что там будет следующее, я вообще не знаю. У меня по-разному. Мне иногда возникает вообще мысль, я ничего не хочу больше делать никогда. Я уеду рыбу ловить, я не знаю, в лесу жить. Вот. Все так перетекает. Иногда это прикольно, иногда это напряжно и вообще ничего не хочется делать. Но все, идей полно. Что делать на самом деле? По-любому что-нибудь будет, 100%. Это я так думал, что я ничего не буду делать. Не-не-не. Меня, кстати, многие, кто спрашивает, особенно там из индустрии, такие, когда я начинаю говорить о том, что я подустал, они такие, а ты что, нет, ты что, типа все, что ли, закончишь? Я говорю, да нет. Это я сейчас такой, типа, подустал, а по факту, конечно, я буду делать. Куда я денусь? Надо успеть еще, пока живой, еще что-нибудь замутить интересное. Хотелось бы, конечно, синглплеерное что-нибудь сделать. Хоть хоррор бы я хотел бы сделать, наверное, синглплеерный. Либо ремейк Deus Ex первого. Если мне вот завтра напишут, давай делать, я все нахрен, до свидания, EFT закрываем, на Unity будем делать тут с теми же самыми ассетами. Да нет, конечно же нет. Ты бы хотел скорректировать будущее посредством искусства? Это уже какая-то нолановская тема пошла у нас тут, что я пытаюсь корректировать будущее. Я бы хотел, честно говоря. Потому что когда я вот сидел и продумывал EFT, когда я сижу, продумываю вселенную, которая на самом деле не заканчивается на событиях EFT, она идет дальше. Я как вот не пытаюсь, я не могу понять, как вообще из этой ситуации вырваться. Должно какое-то чудо случиться, что мы себя не уничтожили, грубо говоря. Не знаю, это сложно объяснить на самом деле, что я пытаюсь сделать. Но у меня есть какая-то уверенность в том, что типа наличие подобного продукта, такой игры в мире, это хорошо. Потому что, может быть, как-нибудь там какой-нибудь человек, играя в нашу игру, переосмыслит что-то. Не будет проецировать насилие на кого-нибудь в результате. Либо как-то вот это все сыграет в его жизнь таким образом, просто потому что он будет получать какое-то удовольствие от игры и вообще чувствовать принадлежность к какому-то миру, каких-то особых профессиональных качеств внутри игры или что-то типа того. Потому что я видел игроков EFT, это добрые, хорошие, правильные ребята, порядочные. Я не видел никого, какие-то шейди такие все, какие-то дерганые. Они все хорошие ребята. Все довольные, военные, разных стран мира, все играют, все дружат, ладошки жмут. Это круто нахрен, на самом деле, когда игра объединяет людей. Вот, наверное, в этом тоже посыл есть. Очень хорошо, что игра объединяет людей. Мы ни для кого вообще ее не ограничиваем, и никогда в жизни ограничивать не будем. Ни для кого вообще. Вот. Если была возможность, чтобы у нас не было пинга разного, вообще было бы классно, чтобы все играли в одной этой всей инфраструктуре. И там, господи, ругаются, да ругайтесь. Но это пусть это будет находиться в нашем мире, пусть это вот это все насилие, я не знаю, будет реализовываться в игре, и в результате все будут просто проводить в ней время, тем самым выходя в реальный мир каким-то с чистым ощущением, там, как-то так. То есть вот тут нельзя вот как-то взять и вот четко описать, для чего это и как это, во что я верю.
Но мне просто нравится то, что как минимум я прям кайфовал от этого, что когда я раньше в подкастах участвовал, там, я сидел там с американцами, с разными, мы все общались абсолютно ровно вообще. Это было круто. И всех нас объединяла любовь к оружию, любовь к тактическим играм. Никакого уже злого умысла вообще нету. Мы просто делаем игру и делаем ее для всех. И чем больше в нее будет играть, чем больше людей будет нравиться в нее играть, и больше будет хороших отзывов там каких-то, там, ну, это круто. Я считаю, что вот это успех, когда человек подходит к тебе и говорит, что моя жизнь изменилась в лучшую сторону благодаря твоей игре. А как она изменилась? Ну, можно послушать его историю. У него какая-нибудь была депрессия. Мне куча людей подходили и говорили, у меня была депрессия, я вылечил депрессию EFT. Как? Елки-палки, это можно сделать? Я не понимаю, но это круто. Или ПТСД. ПТСД тоже лечат. Есть целые центры в разных городах, в разных странах, где военные с посттравматическим расстройством играют в EFT и лечат его. Круто. Офигенно вообще. Класс. Я никогда не ожидал, что такое может быть, но это работает, это действует, и я чувствую, что вот это круто. Вот не зря вообще, не зря мы этим всем занимаемся. Почему-то парадигму такую выстрелили, что типа игра это весело, игра это для веселья, игра должна приносить тебе удовольствие. Я пришел уставший с работы или учебы, я хочу кайфануть, просто поиграть, потому что это фан, тра-ля-ля-ля-ля. Нафига вообще? Почему такая парадигма? Я, например, хочу погрузиться в мир, и я хочу, переживать. Я вот помню, в Metal Gear играл первый, я переживал, капец. А она же сложная еще, собака эта игра была. Она бы сложная была не потому, что там было много всего. Она сложная, потому что она была хардкорная в плане геймплея. И сейвов этих не было. Постоянно надо было перезагружаться. Плюс я переживал. Я играл в игру, испытывал стресс. И круто. Я ее прошел. Там хэппи-энд случился, как фильм посмотрел. Но хэппи-энд, на самом деле, там не все не так просто. Здесь то, как ты играл. Там будет либо хэппи-энд, либо не хэппи-энд. Но я потом ее прошел еще раз. Другой совершенно экспириенс. Все, что происходит в Таркове, касается и остальной игровой вселенной. Ну, во-первых, будет квест. Он будет называться «Синий огонь». Он будет рассказывать вот эту всю тему про вот эту вот электромагнитную всю эту ситуацию. А так, на начало конфликта мир в целом в порядке. Это только в Таркове проблемы. И в Норвинской области. Это там начались проблемы. Мир в целом на грани чего-то непонятного. Какие-то конфликты назревают. Есть связанные события в разных частях планеты. Вот, но прям такая дестабилизация, она первый звоночек, он наступает в Таркове. И там, да, там происходит непосредственно вот этот вот электромагнитный взрыв, который сектанты называют «синий огонь». Ну и вообще местные называют «синий огонь». Вот все, что могу сказать пока. Почему история вселенной России 2028 не заканчивается счастливым финалом? Ну, все очень просто. У нас очень большая планета, у нас очень много стран, очень много групп по разному признаку. Когда наступит полная вот эта вот децентрализация, там вообще деглобализация мира, когда перестанет существовать какой-то гегемония, контроль и прочее все, люди начнут выяснять отношения. Это будут страны, религиозные конфликты, радикальные всякие группировки, старые там претензии. Люди просто поймут, что мир новый, теперь снова власть сильных, погнали, и будут гаситься. Ну и второй принцип — это вот этот око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Вот. Так обычно это тоже все бывает. И будут до последнего меситься, пока выжженная земля не будет. Это вот такая вот нехорошая человеческая натура. Очень поздно люди осознают, что нужно остановиться. Но, скорее всего, остановятся. Ну, я не верю, что это будет, конечно, конец. В моем мире, понятное дело. Вот. В моем мире, конечно, конца не будет. В моем мире там все интереснее. Но принцип такой. Человечество все равно раз за разом, оно такое прям. Дай только волю им, чтобы выяснить что-нибудь. Элементарно даже просто мы можем... Там 10 человек в комнате находится, оставь их там на полгода жить в бункере. Тоже поубивают друг друга, потому что начнут ревновать, злиться, кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то красивее, кто-то сильнее, у кого-то власти больше, кто-то просто раздражает, воняет, дышит неправильно. Гаситься будут все. Кто главный персонаж России 2028? Персонаж Раши — это вообще обычный чел, который просто, грубо говоря, пытается выживать. У него там убивают брата,
А брат принадлежал как раз группировке людей, Норвинской бригаде, которая занималась тем, что они как джедаи восстанавливали остатки человечества в рамках Норвинской области. И это все забыто, потому что они стали вне закона. Там у меня прям такие прямые аналогии с джедаем, потому что мне вообще нравится мир «Звездных войн». Вот. И там все сложнее. И главный герой, он как бы вообще, честно говоря, ему пофиг на мир. Потому что Мессия там вообще другой персонаж по сюжету. И опять же, я не могу говорить, потому что, это как-то странновато будет. Потому что там задумка немного другая. Главный герой, то есть ты, по сути дела, просто в водовороте событий и в рамках уже, так сказать, мироздания своего, вот этого, в котором ты, там, грубо говоря, там, родился, там, вырос, и все твои идеалы, они начнут рушиться, потому что ты поймешь, что за простым выживанием скрывается нечто большее. То есть, есть предыстория этого всего, и есть некоторые группы людей, которые так или иначе имели к этому отношение. И ты типа на интересе начнешь все это распутывать, пока, да, к тебе не придет какое-то ощущение, как герою, что я могу пролить свет на все это, я могу спасти остатки человечества, потому что ты молодой, горячий и, по сути, тупой. И мудрость приходит реально с годами, со временем. Мудрость приходит в лишениях и в проживании этих сложных моментов, и чтобы становился сильнее и мощнее. И это все вот как-то будет подаваться, если будет когда-нибудь, я не знаю. То есть, но где-то уже отголоски всех этих сюжетных линий, они уже в EFT присутствуют. И в сюжетных квестах они будут тоже развиваться. Те же самые неизвестные, которые Unheard Edition, это очень-очень-очень-очень большой кусок сюжета. Вот, который прям серьезно проливает вообще смысл на все происходящее, и более того, имеет даже своего рода какие-то параллели с реальностью. Но, говорю, это все вот... Много сюжета станет понятно сюжетными квестами, когда они будут в EFT. Как ты придумываешь свои миры? Блин, это сложный вопрос. У меня никогда не было такого, что я садился и поэтапно создавал что-то. У меня всегда что-то из чего-то выходило. Я, например, рассматриваю основную концепцию какую-то, что-то начинаю продумывать, начинаю что-то для нее делать и понимаю, понятно, вот компания родилась, вот там фракции такие появились. И все это начинает как-то отпочковываться и детализироваться. Это, наверное, самое приятное вообще в геймдеве или вообще в медиаиндустрии — создавать свои миры. Это классно. Вот. Но потом, когда ты начинаешь их обрабатывать и загонять в рамки производства, кино там, или игр, там начинается, конечно, боль. Ты не можешь это один делать, потому что объем сумасшедшей работы. Ты начинаешь подключать всяких нарративных дизайнеров, продюсеров, там, сценаристов. И начинается проблема, потому что нужно свою идеологию передать им в первозданном виде, чтобы они смогли сделать все вот эти изменения так, как нужно тебе. И вот тут начинается боль, потому что ты начинаешь сталкиваться с сомнениями людей, которые еще... Они же тоже творческие. Вот. Они начинают все это менять, пытаться, ты их пытаешься ограничивать. И хорошо, если тебя понимают сразу. Если тебя сразу не понимают, тогда начинаются всякие коллизии, и начинает страдать твоя идея. Вот. И потом дальше боли становится все больше и больше и больше, потому что все это нужно реализовывать уже практически, непосредственно в игре там, или там, где-то еще. И там уже удовольствия никакого нет от этого вообще, потому что у тебя уже все уже придумано, и теперь твоя задача воплотить это все в визуальном каком-то виде, в виде игры или там какого-то продукта, кино, сериала, неважно что. И здесь как раз есть фактор того, что ты можешь ошибиться, у тебя в голове все хорошо, у тебя на бумаге все хорошо, но у тебя не хватает на признание и опыта, как это реализовать в тех или иных продуктах, там кино или игра. И вот тут как раз ошибка большинства крутых проектов, где видно, например, классную идею, но реализация говно. Или наоборот, идея тупая, а реализация супер. Таких просто 90% проектов в целом. И игровых, и кинопроектов. Хорошо, если, например, заметили на такую тему, что сейчас практически все игры и много каких сериалов, они утилизируют. Это либо сиквелы игр, которые были когда-то интересные, либо они утилизируют идеи, которые уже выгорели очень неплохо в каких-то других проектах. Очень мало всего оригинального, что вот прям может захватить и создать новую субкультуру. То есть очень мало новых миров классных. Опять же, для олдскульных любителей старенького, вот там, сериал Fallout, все такие, прикольно, Fallout, я играл в Fallout. Ой-ой-ой-ой. Что нового? Да ничего нового вообще, абсолютно. Ты говорил, что у Battle State Games есть вселенская миссия. Что ты под этим подразумеваешь? Конечно, есть, да, абсолютно. Да, есть.
Миссия, да. Все, что мы делаем, это все хорошо. Я считаю, что все, что мы делаем, это все правильно для нашего мира. Чем больше людей смогут играть в наши игры, тем меньше будет какого-то негатива, тем больше будет возможности этим людям найти в себе какие-то там энергию, там, какие-то таланты и прочее все. Причем это совершенно не связано с тем, что игра шутер, и что ты бегаешь там и всех стреляешь. Нет, у меня очень много примеров людей, которые вдохновлялись в целом нами, нашим проектом, и у них просто появлялась энергия для того, чтобы заниматься своими делами какими-то, которые совершенно не связаны ни со стрельбой, ни с чем таким. Те же самые, например, стримеры, которые там жизнь становилась их лучше. Просто люди, которые тоже хотят делать игры. Или люди, которые там увлекаются какими-то вещами, им не хватало мотивации, и они как-то находили в себе силы с этим всем делать. Ну и самое главное, люди получают дофамин, а дофамин как раз есть катализатор всего самого хорошего, что мы можем делать в нашей жизни. И совершенно не обязательно, что игра должна быть про что-то добренькое и хорошее. Она может быть такой, в которой ты выплескиваешь деструктивную энергию и получаешь взамен вот это вот ощущение радости, удовольствия, счастья. И вот это круто. И чем больше такого происходит, я считаю, что тем меньше будет, в принципе, подобных раздраженных и озлобленных людей в жизни. Наоборот, доказано, кстати, на самом деле, что какие-то даже агрессивные игры, они, наоборот, делают таких людей более спокойными. Ты веришь, что иногда в творчестве помогает эдакое иррациональное провидение? Как будто кто-то извне тебе дает подсказки. Я прям достаточно внимательно отношусь к всяким знакам, к каким-то вот этим тонким материям. Я вообще считаю, что 20% магии должно присутствовать всегда. Нельзя руководствоваться, даже если суперпрофессионал, даже если супер-супер прям дотошный, четкий, такой by the book человек, то есть все как бы знаешь, как надо сделать, нужно 20% оставлять на магию. То есть она всегда может вмешаться. То есть и эта магия, она как бы нельзя так просто описать ее. Не то, что магия там, не знаю, волшебство. Что-то такое, да, что может в рамках там той или иной задачи или там в рамках твоего пути тебя направить, сдвинуть, какое-то влияние на тебя какое-то, не знаю. Возможно, это шиза как бы, но я в это верю, что когда ты чувствуешь, что ты что-то делаешь правильное и что это нужно чему-то, вселенной, допустим, то какая разница, в что верить? Если ты веришь в это дает тебе силы, значит, верь в это. Главное верить во что-то. Поэтому я вот верю в это. И в целом у меня было очень много ситуаций, когда иначе как магией это не описать. Не то, что там дверь передо мной закрылась, там, я не знаю, или я научился летать, а то, что события иногда складываются таким образом, что невозможно подстроить было так все. Невозможно было предугадать результат. И в эти моменты ты понимаешь, что, значит, что-то непростое происходит. Значит, действительно, что-то я делаю правильно. Или там кто-то что-то хочет мне описать и объяснить, подсказать. Такое бывает. Особенно в написании музыки для трейлеров, каких-то важных событиях, каких-то там... прям чувствуется, что как будто прям вот что-то помогает. Не знаю, вот мне мне комфортно. Мне комфортнее верить в это. Потому что, опять же, мне лучше верить. Любому там, в принципе, амбициозному человеку лучше во что-то верить. Иначе будет тяжеловато, мне кажется.